Всем привет, меня зовут Даша Навальная, и я представляю, о чем вы могли сейчас подумать. Ох уж эти Навальные, как же они надоели. Скоро весь YouTube захватит. Но сейчас я хотела бы вам рассказать о своем новом YouTube-проекте. Мне 17 лет, и я учусь в 11 классе. Как и все дети моего возраста в нашей стране, я в панике. Ведь в конце этого года мне придется, во-первых, сдавать ЕГЭ, а во-вторых, поступать в вуз. Желательно хороший. Я, как и любой подросток, смотрю на рейтинг 100 лучших мировых университетов и шепчу: возьмите, возьмите меня. При этом я отлично понимаю, что одновременно со мной много миллионов школьников по всей планете шепчут то же самое. И с ними мне придется конкурировать. Сами же эти лучшие университеты на своих официальных сайтах заявляют, что готовы брать только самых выдающихся абитуриентов. А чтобы выделиться, надо сделать что-то интересное и общественно полезное. И поверьте мне, дорогие университеты, вы нам этим не помогаете. Мы начинаем волноваться еще больше. Поэтому я решила сделать видеоблог о самой обсуждаемой теме на этот период времени. Итак, Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Ленинграде, в семье служащих. Шутка. На самом деле, я ничего не имею против Оли. И, если признаться, сама иногда интересуюсь, что нового происходит в холостячке. Прости, я точно не смогу быть с таким мужчиной, как ты. Просто не думаю, что у меня получится все время об этом говорить. Я, увлекаясь психологией, сидела и думала, что бы мне такого сделать, что и мне полезно, и вам интересно. И вот какая идея пришла ко мне в голову. 26 марта 2017 года вся страна увидела, что именно молодые люди стали ядром антикоррупционных протестов и вышли на антикоррупционные митинги. С того момента написана куча статей, почему же молодежь политизировалась и что происходит у нее в голове. Я читала все эти статьи, написанные взрослыми, умными людьми, и думала: нет, вы не понимаете, что происходит. Но правда, видимо, в том, что никто не понимает, что происходит в голове у российской молодежи. Вот именно с этим я хочу разобраться с вашей помощью. Я делаю исследование, которое назвала «Голос моего поколения», в котором беру глубинное интервью у подростков. Я поговорю с участником протеста, молодым сторонником Путина, тем, кого вы, возможно, назовете мажором, и тем, кто не из богатой семьи. И еще со многими. Я поговорю и с девочками, и с мальчиками. И по ходу этих разговоров попытаюсь вместе с вами выяснить, что же представляет из себя молодежь, что она думает, какую музыку слушает, и почему вдруг решила протестовать против власти и не боится своего завуча. Конечно, это не настоящее социологическое большое качественное исследование, но моя попытка приблизиться к нему. Пилотаж, если хотите. Честно скажу, я ужасно переживаю, как все получится, будет ли вам все это интересно. Помните, пожалуйста, что я не настоящий ведущий и не настоящий социолог. Пока. Я заранее боюсь, что вы начнете сравнивать меня с моим папой или Юрием Дудем. Путин красавчик? Помогите мне, пожалуйста. Мне нужны ваши отзывы и комментарии. В общем, смысл этого проекта в том, что я говорю с человеком, а вы, зрители, говорите, что думаете об этом. Обещаю внимательно читать все отзывы, комментарии и замечания и стараться все делать лучше. Ну и буду очень признательна, если вы подпишетесь на мой канал и посоветуете его друзьям. А начнем мы с Тимофея. Надеюсь, вам понравится. Всем привет, меня зовут Даша Навальная, и сегодня у нас в гостях Тимофей. Спасибо большое, что пришел. Можешь, пожалуйста, рассказать немного о себе, своих интересах и чем ты занимаешься? Я закончил 11 класс, и я хотел поступать в одно место, но потом я резко передумал, понял то, что я интересуюсь совершенно другим, вот, что-то более в творческую сторону, что мне это правда интересно. И, к сожалению, только в мае увидел места, в которых, например, я там могу выразить себя и получить при этом высшее образование. Вот, поэтому с риском для себя я взял перерыв на год, вот, и сейчас готовлюсь к поступлению вот, на дизайн или фотографию, еще там, сам пока определяюсь, но уже вектор задан, так что я буду сейчас в нем работать. Вот. А ты до того, как понял, что хочешь на дизайн или на фотографию, ты хотел поступать на менеджмент. Можешь, пожалуйста, рассказать побольше об этом и как ты решил и пришел к тому, что хочешь поступать именно в этом направлении? Ну, у меня есть несколько друзей, которые работают в этом плане, увлекаются, там, бизнес, вся вот эта тема, как бы это такое образование, которое можно там подсунуть куда угодно, считай, почти. Поэтому оно такое общее, и так как нам все твердят вокруг, что нужно получать высшее обязательно, то я думаю, ну, из всего того, что есть, пойду на менеджмент, чтобы потом, хотя бы там, когда я определюсь, я там имел хотя бы что-то полезное у себя.
Почему, например, вот менеджмент, я вот где-то внутри себя я знал, то, что мне это не особо нравится, то, что я не готов этому уделять 4 года, там 5 дней в неделю, просто вот, там, слушая об этом всем, углубляясь, я вот, глубоко понимал, то, что зачем. А потом я эти вопросы уже напрямую себе задал и понял, что незачем. И то, что есть такие там крутые места, факультеты, где я могу не как хобби заниматься этим, а профессионально и получать в этом образование. Вот ты в 11 классе, ты Да. решил для себя, что ты вот поступаешь на менеджмент, такие предметы на ЕГЭ сдаешь. И как вот у тебя щелкнуло, что ты вдруг неожиданно хочешь заниматься дизайном? У меня момент такой в жизни был, получается, в 11 классе, где-то осенью, когда я начал сильно меняться. Длилось это буквально там полгода, когда прям были сильные изменения. И мне там люди советовали, что там что-то не то в башке творится, бери дневник, пиши. Я писал, и вообще все мысли, там такая белиберда была. Вот. А потом я понял, я как-то перечитывал, и идеи начали просто возникать. Я начал кино смотреть больше, причем не такое там, какое-то, не типичные боевички, где-то там типа покушал, посмотрел, довольно, лег спать, даже ни о чем не думая. А как-то вот и чтобы там посидеть, что-то обдумать, что-то бац, у тебя вспыхнуло в глазах, ты там что-то записал. У меня и так было, точнее, бывает даже часто. Вот. Ну и меня и круг общения менялся, естественно, там я менялся, круг общения менялся, и приходили такие люди, которые мне там помогали, направляли. Не специально, просто я как бы видел и думал, это же круто. И тоже это повторял, делал или как бы брал общую идею. Вот. Что-то связанное с фотографией. У меня, например, где-то с марта месяца есть канал в Телеграме, где только я один. Сделал закрытый. И чтобы у меня постоянно были мои идеи под рукой, я там каждый раз что-то вижу на улице, прям фоткаю, адрес, типа, такая-то идея. Отложил. Потому что у меня не было ни фотоаппарата, ничего. А ты, получается, в этом году закончил 11 класс? Да. И сейчас будешь целый год готовиться. А какие у тебя проекты запланированы, если это не секрет? Я могу рассказать просто о паре идей, потому что о проекте все-таки, да, секрет. Меня очень впечатлил момент один, я увидел где-то в новостной ленте, наверняка тоже все видели, когда есть фотограф, который подходил к людям, вообще к любым, и делал 2 фотографии человека. На первой просто фотографировал человека, а вот и между первой и второй он говорил, что типа ты очень красивый, там ты очень красивый. И они улыбались. Да, и они улыбались, типа искренние эмоции. Вот, меня и я это хочу повторить просто для себя, у меня часто я понимал, что вот я иду по улице, я вижу буквально какого-нибудь бездомного человека даже, да, я вижу, что он не пьяница, то есть не пропивает свою жизнь, а просто что-то так случилось. Я понимал, что я хочу его расспросить, я хочу его отснять, типа, я хочу сделать фотографию, хочу у него просто жизнь его послушать. Но, во-первых, стеснение меня забивало. Во-вторых, все-таки я как-то считаю, что когда ты подходишь с телефоном к человеку вот так вот, он типа, кто ты вообще, что тебе нужно? А камера, она серьезности придает все равно. То есть, может быть, это какие-то мои там предрассудки, но мне так было бы даже спокойнее. А ты ходил когда-нибудь на митинги? Да, один раз было. Когда это было? Это было в прошлом году весной. И как тебе? Картина, конечно, ужасная. Почему? То есть я не ходил специально. Там так получилось то, что просто увидел, такой, надо сходить просто посмотреть, что там творится. Вот. Я еще тогда в политику не лез, да и сейчас тоже особо не пытаюсь. Вот. Я пришел, ужасно с той стороны, что там происходит. То есть я слышал то, что и кричали люди, и видел то, что там делала полиция, делал ОМОН. И, скажем так, звери есть с обоих сторон. Есть ОМОНовцы, у которых, я не знаю как, у них просто какие-то глаза, они нечеловеческие. То есть, когда они вбегали в толпу и когда они брали людей, я ужасался.
Причем, типа, брали без разбора кого угодно. Ну, типа, я думаю, что это совершенно неправильно. Это бесчеловечно. Я прям помню, я выхожу из метро просто, прохожу метра 4, мимо пробегает парень просто быстро, и за ним ОМОНовцы бегут. Он там куда-то убегает, ОМОНовцы его берут в кольцо, ну и забирают. Сначала людей было много на площади, точнее, они были везде. А потом полиция начала всех поджимать к метро, чтобы люди спускались в метро. Они начали просто кольцо расширять. Вот. А ты не боялся? Ну, ты как бы... Боялся. Мне не было прям такой панической мысли, типа, валить оттуда. Нет. То есть я смотрел, меня это ужасало. Как бы, ну, а если бы меня там собрали, ну, типа, да, было бы хреново. Да, там ко мне приезжал бы отец, мне там на этот момент 17 лет было. Типа, было бы не очень круто, но, типа, я этого там панически не боялся. Мне больше было за людей страшно, чем за себя. А ты сказал, что получилось как-то очень спонтанно, что ты пришел на митинг. Да. Это ты шел по улице и случайно попал в поток? Или Нет, ты я- знал о том, что будет проходить митинг? и Я пришел сидел туда? в кафе и листал ленту. У меня не было планов на день. И я вижу какую-то запись о том, что вот проводится митинг или какой-то мем об этом, я уже не помню. Я думаю, ну, блин, тут 2 станции ехать. Ну, съезжу, посмотрю. Все равно делать нечего. Вот. Ну, вот так я туда и попал. И что ты вообще... Ну, как бы понятно, что картина довольно ужасная Да. и пугающая, но все-таки это же ведь хорошая вещь, что митинги проводятся скорее. Да, это хорошая вещь. Люди говорят то, о чем они думают. И ну, тут двоякая ситуация на самом деле. Я считаю, то, что митинги неэффективны у нас. Потому что власть не слушает? Потому что власть не слушает. Совершенно. А что, как заставить власть слушать? Я об этом говорить не буду. Почему? Я сяду за это. Ладно, хорошо. Я считаю, то, что власть должна не слушать, а власть просто должна убрать. И все. Власть должна убрать Да. полностью. Ну вот, Вообще все. ну не всех. Я думаю, то, что основную верхушку можно убрать. От них все беды. Я разговаривал с одним человеком, и он мне подал одну мысль, что какой народ, такая и власть. И я считаю то, что это правильно, потому что у нас людей активных, которые хотят чего-то другого от страны, в процент, если беря от всех, то это мало. Я каждый год бываю в провинции, и я вижу, что там происходит, и то, что я расспрашиваю и своих там родственников, и их друзей, и так далее, там более там, старших людей, которые, ну вот, живем и нормально. Вроде бы там еда есть, ну, хорошо. Сейчас что-то задвигалось, там, начиная, когда новость была о пенсионной реформе. Хотя бы сейчас люди начали говорить, что что-то типа они не то делают. А так они, ну, они же страну подняли с колен. Типа та мысль, то, что вот, не будем ничего ворошить, сейчас нормально, вроде бы живем, и хорошо, и отлично вообще. Я думаю, что, ну, нет, эти люди заслуживают гораздо большего. В принципе, люди. Коррупция разживается там, где очень большое расстояние, где очень большая территория. Чем больше территория, тем сложнее ее контролировать. Потому что там, на телефоне ты это не решишь, тебе нужно приезжать, это нужно всем раздавать, всех сажать. Вот. И ну, все в этом духе. Вот. В Китае коррупция очень хорошо подавляется. Там людей расстреливают за это, убивают. Вот. А ты бы в России, ты бы тоже предложил расстреливать за коррупцию? Ну, не знаю. Может быть, в особо крупных масштабах. Я знаю то, что в Сингапуре очень налажена система борьбы с коррупцией, потому что это просто очень маленькая территория. И это все контролируется идеально. Ну, опять же, там смертная казнь. Тоже за это. И я общался с людьми, с предпринимателями, вот. Они говорили, что это идеальное место, чтобы вкладывать деньги, потому что они никуда не пропадут. Вот, то есть их никто не сворует, ты уверен, и там нет такого, то, что, там, как у нас, например, то, что депутаты там на кортежах разъезжают и так далее. Нет. Там они ну, такие же, как и люди обычные. То есть они там ездят в метро и так далее.
огромное количество СМИ и всяких газет. И все писали, что вот огромное количество подростков выходит, что это так плохо, что подростки не могут говорить то, о чем они думают, и что это все пропаганда, их заставляют, и им платят. И так далее. Я бы так зарабатывал. 15 лет что еще делать? Ну вот. Шутка. И мне кажется, что подростки — это будущие граждане. Да, факт. Мы будем голосовать. И, возможно, не будем голосовать. Посмотри, как пойдет. Да, дело. Ну и как бы это важно, чтобы подростки выходили на митинги и высказывали свою точку зрения. Мне кажется, если вообще идти, если углубляться в эти вопросы, нужно как минимум думать своей башкой. Критически мыслишь, окей, лезь. И то, типа, чем больше, чем глубже ты туда лезешь, тем больше у тебя вопросов, и тем меньше у тебя ответов. Поэтому все это очень сложно. Я сам зачастую пытаюсь не делать никаких там твердых заявлений и так далее. Есть много путей. Вот я говорил, что, например, власть убрать. Это один из способов. Могут быть другие. Я все-таки хотела спросить про именно подростков. Могут ли они выходить и говорить то, что они думают о власти? То, что вот они именно думают, да, могут. Как бы пересказывать чьи-то слова точь-в-точь, но это не лучшая идея. Хочешь оставаться в России? Ты связываешь свою жизнь с Москвой и хочешь оставаться Я думаю, жить тут? что нет. Потому что то, что сейчас происходит, меня крайне не устраивает. Вот. Это о свободе слова, о резиновых законах и о всем вот этом. И я не хочу посвящать свою жизнь, чтобы там менять это. И то это маловероятно, что я там один это изменю. Ну, как бы это утопия. Это нужно находить людей, и это нужно гореть этим. Я люблю свою страну, но я понимаю то, что если я буду здесь жить там, и творить, то мне это намного удобнее делать, например, где-то в других странах, более нейтральных, более спокойных. Вот. А ты путешествовал в другие страны? Очень мало, вот, но есть огромное желание. Вот. Сейчас есть несколько идей, то, что я могу куда-нибудь ехать, вот. Даже и просто в путешествие, или там уже на ПМЖ. Как это получится? Еще ничего не понятно. Но надо все пробовать, надо путешествовать. Я не из тех людей, которые там сорвутся и просто переедут жить в другую страну сразу же. Мне нужно прям прочувствовать. Я поэтому хочу там, по крайней мере, 2 года уделить, чтобы попутешествовать. Прям вот безостановочно. Там, хоть автостопом, мне вообще там условия не важны. А ты не хотел уехать учиться именно дизайну за границу? Ну, как раз это сейчас и рассматриваю. Я сейчас как раз смотрю универы, прицениваюсь, то, что нужно еще с родителями обсуждать. Вот. Поэтому да. Спасибо.